Ожирение считается одной из болезней цивилизации. Людям стала доступна высококалорийная пища, но при этом снизилась физическая активность, работа сидя в офисе, дорога домой сидя в транспорте и зачастую вечерний отдых сидя на диване уменьшает потребность в калориях, но потребление при этом никто не снижает. Калорийность пищи увеличивается за счет большого количества простых углеводов, сладкого, мучного, а также животных жиров. Медицина рассматривает ожирение как серьезное заболевание. Медики называют ожирение синдромом, которое характеризуется чрезмерным накоплением жира и увеличением массы тела. К этому приводят разные причины. Неправильное питание. Это не только большое количество калорий, но и несоблюдение режима приема пищи, голодание в первой половине дня и большое количество еды вечером перед сном. Недосыпание. Отход ко сну после 12 часов ночи нарушает выработку гормона мелатонина, грелина и лептина, которые регулируют аппетит. Человек, который мало спит или не спит ночью, больше подвержен ожирению. Лекарственные препараты. Прием гормонов, антидепрессантов может спровоцировать повышенный аппетит или нарушение липидного и углеводного обмена. Генетическая предрасположенность. Доказано, что у родителей с ожирением дети склонны к появлению избыточной жировой ткани. Эндокринные заболевания, гипотиреоз. У мужчин патологическая прибавка веса наблюдается при дефиците тестостерона, а у женщин при нехватке эстрогенов, поликцистозе яичников. Но самое опасное – это когда жир начинает откладываться не под кожей, а вокруг внутренних органов. Такое происходит и с полными, и даже с худощавыми людьми, когда у них оплывает талия и растет живот. Врачи-эндокринологи называют этот тип накопления веса висцеральным, то есть внутренним ожирением. Важно помнить, что ожирение – болезнь хроническая, а значит вылечить его временным назначением диеты просто невозможно. В абсолютном большинстве случаев сброшенные за время диеты килограммы возвращаются после ее прекращения. Причинами первичного ожирения являются переедание, нерегулярное питание, преобладание в рационе продуктов с избытком жиров и быстрых углеводов. Если к тому же пациент ведет сидячий образ жизни, не уделяет достаточно времени физической активности, то признаки ожирения не заставят себя ждать. Первичное ожирение может быть вызвано и генетической склонностью, хотя и в этом случае большую роль играет нарушение питания и низкая физическая активность. Последствия ожирения. Ожирение связывает прежде всего с эстетической непривлекательностью и ограничением в движении. Но врачи предупреждают о серьезных осложнениях ожирения. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания. Каждый дополнительный килограмм веса приводит к появлению 1,5 километров сосудов. Это огромная дополнительная нагрузка на сердце. Даже предожирение увеличивает вероятность таких грозных болезней, как инфаркт или инсульт. Респираторные заболевания. Ожирение затрудняет функционирование дыхательной системы. Это ведет к болям в сердце, к появлению синдрома апноэ сна, повышенной утомляемости. Сахарный диабет. У полных людей это заболевание встречается значительно чаще. Так, по инсулинозависимому диабету риск у пациентов с ожирением возрастает в 40 раз. Артериальная гипертензия. Страдает сердце, поэтому проблем с давлением не избежать. Сбой в гормональной системе. У женщин отмечаются нарушения менструального цикла, уменьшается количество гормона прогестерона, что делает внешность мужеподобной. У мужчин, напротив, внешность приобретает женоподобный вид из-за снижения тестостерона. У многих диагностируется эректильная дисфункция. Заболевания желчного пузыря. У людей с лишним весом значительно чаще диагностируют холецистит, то есть желчнокаменную болезнь. Заболевания печени. Ожирение печени приводит к такому грозному заболеванию, как цирроз. К тому же это приводит к повышению уровня плохого холестерина в организме и образованию холестериновых бляшек. Онкологические заболевания. Имеются неопровержимые доказательства, что полные женщины чаще всего страдают от рака груди, а мужчины от рака простаты. Пациенты обоих полов рискуют заболеть раком прямой кишки, почек и желудка. Заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе подагра и артрит. Позвоночник и суставы испытывают повышенную нагрузку. Килограмм веса тела создает нагрузку на суставы, равную 4 килограммам. Это приводит к разрушению и деформированию и суставов, и позвоночника. Появляются боли, затрудняющие движение. Последствия ожирения очень тяжелы, и чтобы избежать их, необходимо принимать меры. Профилактика ожирения сводится к следованию здоровому образу жизни. Диета должна быть полноценной, но калорийность необходимо ограничивать. Этого можно добиться снижением количества жиров и сахара, делая упор на употребление овощей, фруктов, ягод, бобовых, цельных круп. Соблюдайте режим питания. Откажитесь от мучного. Откажитесь от хлеба.
Психосоматика лишнего веса у женщин может быть связана со следующими факторами. Заедание стресса. Условно, если в детстве плачущему ребенку сразу предлагали что-то сладкое, это действие закреплялось в подсознании. Взрослая женщина также при негативных эмоциях старается съесть что-то вкусное, чтобы поднять себе настроение. Чаще всего это сладости, фастфуд, алкоголь, который тоже ведет к набору веса из-за высокой калорийности. Или это может быть заниженная самооценка. Психологи считают, что неуверенных в себе женщин активируется избыточное потребление пищи, которое приводит к лишнему весу. Так они становятся более заметными для окружающих, но продолжают жить с низкой самооценкой. Или это может быть защита от окружающего мира. Потребление большого количества пищи и наращивание слоя жира позволяет скрыться, выстроить ощутимый барьер. Это наблюдается как у стеснительных людей, так и у жертв физического или психического насилия. Дефицит внимания в детстве или замужестве. Психологические причины связаны с желанием стать более заметной для родителей, которые не уделяют достаточно времени девочке. Замужние женщины иногда начинают набирать вес, когда у супруга исчезает к ним интерес. При психосоматических причинах лишнего веса необходимы положительные эмоции, которые будут вытеснять неприятные переживания и помогут пережить стресс. Для подкрепления можно использовать творчество, рисование, пение, игру на музыкальных инструментах, танцы, любые направления, которые помогут избавиться от негатива и переключиться на хорошие эмоции. Если ожирение не достигло тяжелой стадии, когда физическая активность ухудшает самочувствие, можно вспомнить про прежние увлечения или найти новые. Это могут быть игровые командные виды спорта, единоборства или любые другие виды активности. Хобби. Помогает не употреблять калорийную пищу, отвлечься от неприятностей, переключить внимание на действия, которые доставляют удовольствие. Результаты похудения при психосоматических причинах нужно фиксировать, чтобы женщина видела перемены в лучшую сторону. Или мужчина. Но взвешивание не должно быть ежедневным, так как масса тела может колебаться. Лучше становиться на весы раз в неделю, чтобы подтверждать положительные сдвиги. Только при помощи психологии похудеть нельзя. Необходимо снижать калорийность пищи и увеличивать физическую нагрузку. Для этого диетолог или эндокринолог составляет специальную диету, в которой будет дефицит калорий 10-20% от суточной потребности. Из рациона исключают следующие продукты. Выпечка из белых сортов муки, черный хлеб, который усиливает брожение в кишечнике. Сладкое в любом виде. Его можно заменить на сухофрукты или свежие фрукты. Жирные сорта мяса. Любые продукты, стимулирующие аппетит. Острое, копченое, газированные и алкогольные напитки. Обязательно нормализуют питьевой режим. Будьте внимательны к своему здоровью. Следите за своим весом и занимайтесь спортом. Тогда вы будете всегда себя хорошо чувствовать и иметь хорошее настроение. Подписывайся на канал, ставь лайк и пиши комментарии.